Давайте рассмотрим такой интересный блок еще. Он еще актуален в наше время. Ставится на переднеприводных отечественных автомобилях, на четырках, двенашках, калинах. Это Bosch 797+. Вот. Тут уже как бы этот блок, ну как бы он так-то простой, если вам просто стоит задача записать туда прошивку. Проблем никаких. Но когда вы не знаете, что там внутри блока, и вам надо ее считать, тут уже вам придется попотеть. Тут надо разобрать блок, перепаять резюк внутри блока и считать прошивку. Сейчас посмотрим, как это делается. Для начала нам понадобится вот такая вот бита. Чтобы она подходила вот к этим болтикам. Вот. Ну, соответственно, отверточка моя аккумуляторная. Вот, все вроде окей. Блок я вот так придержу. Ой-ой. Все. Отворачиваем все 4 болтика. Вот, кстати, этот блок, опять же, ну, кто-то до сих пор пользуется. Что-то кто-то до сих пор пользуется чем-то бесплатным для репрога. Кто-то платным. Напишите в комментариях, кто чем пользуется, кто работает с данными БУ уже. Все, открутили 4 болтика. Открутили все 4 болтика мы. И что мы видим? Ёлопал, я что, зря разбирал. Тут что-то кто-то уже химичил, смотрите. Я вам покажу. Смотрите. Видали? Тут кто-то уже был до нас, парни. В общем, кто не в теме, маленечко, я покажу. Вот этот вот резистор. Этот резистор, он должен стоять был вот здесь вот. И нам его надо было отсюда выпаять и припаять вот сюда вот. Если мы этого не делаем, то прошивка не считается с блока. Ее можно только записать диагностическим, так сказать, методом. Вот. Ну ладно. Что ж, паяльная станция сегодня отменяется. Ну странно, видите, резистор никто не вернул назад. Сюрприз такой нам сделали. Здесь кто-то уже побывал. Ладно. Переходим к следующему этапу. Ну как резистор-то паять все уже знают. Даже не буду заниматься постановами, паять резистор туда-сюда, просто так ради. Даже не знаю ради чего. Вот я вам показал. То есть вот тут этого резистора нету. Он должен стоять вот здесь. Вот. И для того, чтобы считать прошивку, только нам нужно его перенести вот сюда, где он сейчас стоит.
Так, ладненько. Поехали дальше. Дальше мы подключаем шнур. Вот такой же 81-пиновый. Да, мы там все старье. Он говорит, что ты нам старье показываешь, эти машины не актуальны. Это уже, видите, более чем актуальный блок. У него уже даже разъем уже 81-пиновый. Вот. Кстати, есть такой лайфхак еще. У кого нет вот такого фирменного штекера, можно взять шлейф от жесткого диска IDE-шного. Помните такой? Не сатовский, а IDE-шный широкий шлейф. Вдвойне его складываете, и он подходит вот на эти вот иголочки, одевается. Надо. Если я в гараже найду, у меня такое было изобретение, то есть вот сюда я одевал двойной шлейф. Я вам обязательно покажу, если не забуду, как это выглядит. Вот, значит, одеваем разъем одним движением руки. Так. Вот. Запускаем. Так, запускаем программку. Запускаем программку. Значит, уже выбираем не MP7 блок, а Bosch 797. Да? Вроде он. Выбираем Bosch 797. Нет, 797 у нас что-то только запись. Вот, 797-плюс. Вот. Выбираем вот такой блок. Значит, тут скоростя у нас во вкладке дополнительно только можно сделать побыстрее, помедленнее. Вкладка EEPROM. Кстати, для работы с EEPROM тоже нужен вот тот резистор. Ну, переставить. То есть можно переставить резистор. И вот здесь через программу уже читать, писать EEPROM. Либо, если это EEPROM у нас, ну, для работы, допустим, удалите мобилайзер. Для удаления мобилайзера я опять же оставлю отдельную ссылку, как его удалять другим методом. Но можно вот так вот просто, ну, допустим, читаем вот EEPROM. А, нет ответа ЕБУ. Что-то странная какая-то херня. Нет ответа ЕБУ. А флеш давайте попробуем прочитать. Нет ответа ЕБУ. Давайте скорость понизим. Нет ответа ЭБУ. Очень интересненько. Очень даже интересненько. Почему такая ситуевина происходит? Как бы все есть. Или я это сам все попутал, и резистор уже переставлен. Ну-ка, давайте откроем справочку. Ну что ж, старость не радость. Давайте откроем программирование БУ. Bosch 797 ВАЗ. А, тут нет красивой картиночки. Давайте загуглим. Значит, 797 плюс. Прошивка. Давайте своими руками нажмем.
Что нам тут покажет? Ёпарасоте. Смотрите, резистор-то, оказывается, перепаяли, а потом вернули назад. Все. Блин, парни, простите, склероз. Давно не паял этот злосчастный резистор. Ладно, сейчас исправлюсь. Сейчас включим паяльник и будем паять резистор. В общем, вот так вот, парни, таким образом берем фен и греем это место. Греем это место одной рукой, а другая рука вместо пинцета держит телефон, блин. Ну, сейчас я по-быстренькому отключусь, возьму этот резистор и переставлю вот туда. Так что ж, извиняйте. Вот, как говорится, талант не пропьешь. Вот я его сейчас погрею еще там, чтобы он хорошенько припаялся. Вот, в общем, парни, что, операция прошла успешно. Фен остыл, не жужжит. Теперь можно в спокойной обстановке посмотреть, что резистор припаян. Припаян вот сюда вот для произведения того, зачем мы сюда пришли. Значит, закрываем это окошечко. Про иммобилайзер, значит, напомню, что можно вообще без этих всех манипуляций это все сделать. Там по ссылочке перейдете в начале видео. Эту подсказку я там оставлял. Значит, вкладка... давайте скорость обмена еще опять на высокую изменим. Я тут... Вот, скорость высокая. EEPROM. Чтение. Хлоп. Блять, нет ответа ЕБУ. Что за хрень такая? Флэш. Чтение. Нет ответа ЕБУ. Как же так-то? Давайте во вкладку диагностика заглянем. Вообще у нас ЭБУ-то хоть живой маленько? Да, ЭБУ живой. Калина. Там, правда, но я не эту вкладку просто выбрал. Надо вот такой вкладочкой делать диагностику-то. Все, ЭБУ выходит как бы на связь. Значит, переходим во вкладку опять ВАЗ. Чтение, нет ответа. Скорость на низкую поменяем. Чтение, нет ответа. Блин, что-то я уже запарился. Может, тут все правильно было? Может, зря я резистор на это вернул-то. Что... Старость не радость, парни. Что вы хотели? Ну, в общем, парни, это... Вот здесь вот был не очень-то хороший контактик. Сейчас паяльником пропаял. Пробуем вновь. Значит, что там у нас? Опять на высокую щелканем. EEPROM пробуем читать. Вот, все. Молниеносно EEPROM прочитался. Вот, опять же, для отключения иммобилайзера можно найти необученный EEPROM, загрузить вот сюда в буфер и записать его. Будет иммобилайзер отключен. Далее вкладка Flash. Ну, тут опять же читать, записать. Вот. Ну, давайте с чтения начнем, как обычно. Все, пошло. Пошел процесс чтения.
Ну, как мы видим, тут уже кто-то был до нас все-таки. Поэтому я даже не знаю, что тут у нас. Поэтому желательно, наверное, будет скачать стоковую прошивку. Давайте наберем вот такую вот комбинацию цифр. 103 ЦУ03. 103. Вон ЦУ03. Зачем я ее набираю, когда вот здесь можно ее скачать? Блин, а зачем нам форум? Нам форум-то не нужен. Прошивки ВАЗ серийные 797 плюс. Так. ЦУ03. Вот она. Скачиваем сток от этого ЭБУ, потому что неизвестно, что мы там сейчас считаем. Вот, как раз дочитывается у нас прошивка с этого ЭБУ. Операция успешно завершена. Мы ее сохраняем на рабочий стол как nav файл. Все, файл успешно сохранен у нас. Так, что там? Ну, пока можем закрыть это окошечко. Вот. И по nav файл кликаем 2 раза. То есть сейчас у нас откроется прошивка, которую мы только что считали с ЭБУ. Вот она открылась. Давайте ее сразу же сравним с оригиналом, потому что что это такое вообще? Оригинал, не оригинал в блоке-то? Кто там чего паял? Открыть. Опа, видим, что тут уже куча изменений. И в блоке уже прошивка не оригинальная. Давайте посмотрим идентификаторы. Значит, тут уже кто-то что-то... Датчик после нейтрализатора отключен. Изменен режим полной нагрузки. Раньше наступает. Еще что-то там. Вот. Ну, в общем, у нас цель-то какая? У нас цель сделать лучше. Поэтому мы вообще откроем свою стоковую прошивку. Что-нибудь то покрутим. Отключим сами нужные датчики. И запишем назад. В этот ЭБУ. Такая у нас последовательность действий. Так что, кому было полезно это видео, не забывайте поддержать его лайком своим. Пишите в комментариях, кто как шьет эти ЭБУ. Бесплатными программами, платными программами. Паяйте резистор, не паяйте. Читайте сток, не читайте. В общем, давайте обсудим вместе программирование Bosch 797+. Всем пока, в общем, парни. До новых встреч.